Ребята, доброе утро. Час назад выглядывал в окошко. Сухо было, снега не было, все замело опять. Ладно, я, просыпаюсь и выдвигаюсь. Обход сделал, выкинул мусор. Сейчас переоденусь и будем запускать автомобиль. -8 показывает у нас температуру. Все, запускаю автомобиль. Автономку включил на максимум. Вот видите, у меня регулятор. Вот. Всегда я каждое утро на максимум включаю, чтобы ее прогоняло. Вся нечисть тут выскакивала. Слушайте, я этой зимой как не поеду в эту сторону, тут постоянно метет. Вот прям реально вам говорю. Сколько бы раз я не ездил, тут постоянно задница происходит. Не везет, в этом году мне на эту сторону. Вот непогода, да, смотри, прям вообще ничего не видно. Впереди машина идет тут на ходовых огнях, ну что ты не понимаешь, что тебя вообще не видно? Блин, я все включил, и ближние, и туманки. Что за люди? Погодка, да, ветер такой, буран, у нас. Все, пацаны, приехали. Встал в колейку. И не едем ни хера. Вот ползем 30 км в час. Что-то все тормозим, впереди подъемчики. Надо бы по-хорошему-то разгончик брать, а мы наоборот останавливаемся. Такие дела. Колейка прям нормальная. Навстречу пацаны шли, вы что, говорит, где-то стояли, что ли? У нас, говорит, хвостяра огромная. Ну ладно, терпение, все будет хорошо. Дорога еще просто тут конченая, разбитая. Вот эти знаки наставили временные. Кто через Отрадный ходил на Самару недавно? Есть там дорога, нет? О, посыпаю даже. Смотри, что творится. А что, почему ты объехать хочешь, там висят, да? Я посмотрел погоду по этому берегу Волги, блядь. Может, Саратов надо, на Волгоград туда. Здесь меньше метели, гор нет таких. А дороги, конечно, прям вообще уеб. Вот поэтому я М5 и не люблю. Вот район Оренбургская область, вот Татарстан. Первый снег, ребята, в 96-м или 97-м, не помню, здесь, блядь, много людей занесло, блядь, везде подкапывали, нахуй, в машинах. После Павлов вообще жопа начинается. Просто дороги нет. Недели, блядь, пробить дорогу не могли. Мы в камышле стояли, блядь.
Заехали в Самарскую область. Дорога сразу пошла получше, по качеству, имея полотна самого асфальта. Но места здесь открытые, поля, поэтому вот так вот метет в лесополосу. Когда зайдем, там, конечно, уже будет получше. Такая вот погодка, ребята. Март. Зима, короче, не успокаивается у нас. Я думаю, еще маленько и все будет хорошо. На самом деле, льда-то нет на дороге. Просто метет и все. Сильный ветер, боковой, расход 35 литров. Очень сильный ветер. Льда-то нету на дороге, как бы в подъемы мы заходили спокойно. Подъезжаю, ребят, к Тольятти. Погода поменялась. +3, снега нет, ветра нет. Городу Тольятти, Жигулевску, Самаре огромный-огромный привет. Я сука. Здравствуйте. Возьмите. Ку-ку. А? Да. А? Не слышу. Счастливого пути! Спасибо. Да шумят машины. Инспектор остановил. Инспектор остановил. Документы посмотрел, говорит, тахограф работает. Я говорю, да, работает. И что-то говорит, а шумит машина, я не слышу. Я три раза у него, говорю. Тахограф, говорит, работает. Я говорю, ну я думал, он сейчас скажет распечатку, давай. Он что-то отказал, я отвернулся. А он на самом деле мне сказал счастливого пути. Я на 3-й раз только расслышал. Не проверили даже. Ребят, остановка в кармане, прям на трассе, на обед. Помыл зеркала, окошки,
и выдвигаюсь. Хорошее место, тут 2 полосы как раз и карман большой. Вот, я как раз тут встал. У меня еще с собой из дома была еда. Покушал и выдвигаемся дальше. До Сызрани 70 километров. Скоро будем уходить в сторону Саратова. Погода разгулялась, смотрите. Солнышко, ну, облака есть, а так, в принципе, солнышко. Сейчас я вам лобовое помою. Асфальт уже практически сухой. Так что работаем с удовольствием. Добрался, ребят, до Саратова. Огромный привет городу Саратов. Сейчас будем уходить направо, в сторону Волгограда. Здесь у нас постоянно транспортники, гаишники. Саратов — город трудовой доблести написано. Кольцо. Доехал я до Камышина, вот какой-то комплекс Елена, сюда заезжаем на стоянку. Не знаю, место есть, нет, ну, может быть, есть время, у нас еще не так поздно, 8 Москва. Вот. Первый раз здесь ночую, просто вот увидел столпотворение машин и заезжаю. Фух, подустал что-то сегодня я ехать. Комплекс Елена. Посмотрим, что тут за комплекс. Доброе утро. Намываю машину, фары помыл, лобовое, боковые. Ветер какой. Воробьи, короче, улетели уже. Вон они, смотри, что творят. Воробьи, короче, мне всю машину обосрали. Тут какашки, тут какашки. Облюбовали, короче, машину мою. К деньгам, наверное, зарплата сегодня придет. Ладно, короче, пошел сейчас воду наберу. Там он кран есть. И будем выезжать. Время утра. Я уже в душ сходил. Сейчас поедем. Надо будет, потом время будет, если сегодня простаивать. Будем, короче, порядок здесь навести. Грязно. Хочу помыть. И вообще ковер какой-нибудь надо положить, чтобы с него и смести. Инструмент весь такой грязный. Щетки грязные, короче, надо помыть все это. У меня 2 баклажки есть под воду. Там краны сейчас наберем. Техническую. Поднять надо. Сейчас по Камышину еду.
С правой стороны следующая стоянка, она прям асфальтированная. Я просто ни разу здесь не ночевал, не знаю, что где. Так что будем знать. Стоянки здесь две по правую сторону есть. Одна похуже, когда вот весной, ну там грязь, там жесть. Вот, а дальше асфальтированная есть, хорошая площадка. Вот еще есть парковка, тоже можно, если встать даже. Вот так, на несколько машин. Может внутряк там, кстати, может внутри что-то есть у них. 100. Поехали. 165 километров мне до места. Выгрузка как бы завтра, но я надеюсь, мне там 2 палета всего скинуть надо. Я надеюсь, там получится по-быстрому порешать. Магнит, ребят. Сейчас нужно откатик поставить и все. 2 палета выгрузим и поедем дальше. Выгрузка завтра должна была быть. Но видите, как хорошо сегодня поставили. Откатик под колесо. Катиться чуть надо, то он начнет ездить, вырвет мне нахер что-нибудь чуть-чуть вперед. Все, ребят, выгрузили меня, короче, на магните в Ерзовке, в Волгограде. Должна быть завтра выгрузка, но вот сегодня выгрузили. Едем мы теперь в Астрахань. Какой-то адрес у меня там непонятный. 6 километров на северо, там запад куда-то. Ну, я примерно посмотрел по точке, которая у меня стоит в приложении. Там болота какие-то. Вот, посмотрим, разберемся, я думаю. 500 километров мне до места. С этим магнитом, короче, как попадешь. Бывает долго. Выгружают документы там долго. Принимают товар, точнее, принимают. А бывает быстро, даже вот заранее. Ой. Передачу хотел вверх кинуть, на скамейке привык тут джойстиком управлять на руле. Ласточка моя стоит. Я тип вообще пошел, короче, в магазин без кошелька. Хожу там уже, набрал какие-то продукты. Набрал уже там каких-то продуктов в корзину. И ладно, такой что-то вспомнил, а что-то в руке, говорю, что-то не хватает, кошелька-то нету. Вот такие. Вот он. Без кошелька сейчас хрен сходишь в магазин. Как-то тяжеловато. Закрыть над машиной. А, шалеть, ты чё? Сука. А, ну я думаю, его вытащить можно без... В протекторе стопудово сидит. Сейчас пассатижи возьмем. Делайте ваши ставки. Что, глубоко сидит, не глубоко? Не, вытащится.
засадил. Так. Ладно, увидел, что до конца еще не пробил. Блин, это вот там дорога такая плоховатенькая. В ней папа это поймал, где переезд. Доброе утро всем, ребят. Парковка Каспий. Такая небольшая площадочка. Только вышел с Волгограда в сторону Каспийского моря, забыл, как называется, Астрахань. Вот, и сразу с правой стороны первая площадка. Тут я и встал вчера. Проснулся, позавтракал, умылся и поехали. До места мне 390 километров. Навигатор показывает. Первый раз поеду по этой дороге. Посмотрим, что за дорога, что у нас впереди ждет, интересно. Едем на Каспийское море. Потихонечку выезжаем, дорога. Площадка такая не очень. Слева стороны, там уже у нас город Волгоград. Прям пост вот проехал, там его даже видно. И все, и заехал сразу на парковку. Как обычно в Волгограде остановили на выезде, что я помню. В апреле 2020 года в Элисту ездил. Постоянно. Ну, несколько раз ездил через Волгоград. И все время останавливали сотрудники. Ладно, хорошие нам дороги. Неизвестно, какая дорога у нас впереди. Я думаю, что хорошая. Почему-то я думаю, что она вся вот такая и будет. Поехали, ребят. Погодка, кстати, плюс 11. Время 7 утра. Плюс 11 уже на улице. Красота. Перестал у нас планшет, ребят, работать. Я хрен его знает. Утром работал, радио слушал. Поехал, все, он не реагирует даже вот на звук на руле, да? Видите, как будто звук выключен, иконка. Все, я его включаю. Тут ничего не происходит. Звук клавишами добавляю, убавляю. Здесь тоже ничего не происходит. Что здесь крутилка. И на выключение жмешь, он не выключается. Это по радио. Допустим, включаешь нагрузку на ось. И все, он будет так ее грузить и не показывать. Здесь вот на машине можно включить. То есть здесь у меня все видно. На компьютере, на щитке. Но здесь не работает он. Я хрен знает. Я уже останавливался, перезагружал его. Эффекта никакого. Да, допустим, давайте вот инструкция водителя, наши баллы. Не сделал сервис доступ. Ставьте водительскую карту в тахограф. Вход. Карта у меня стоит. Ну ладно, бортовой компьютер. Та же самая система, просто по нулям все. Поломался, короче, планшет на воле. Я и замечал, он не всегда корректно работает. Подвисает что-то где-то. А сейчас вообще отказался работать. Не выключается. На заглушенном автомобиле не включается. Беда, будем разбираться. Встал я на ремонте. Сейчас заглушим автомобиль. Маленько поработает, заглушим и посмотрим, обдуплится он наш этот планшет, не обдуплится. Видите, он даже на кнопку включения, выключения. Так-то однократное нажатие, он, по-моему, должен звук включать-выключать. Вот, а когда долго держишь, он должен выключиться, сам планшет. Но ничего этого не происходит. О! Все, обнулился. О, как бы тут не снести бордюр этот. Все, запела музыка у нас. Постоял я вот сколько тут? 3 минуты и заработало все. Ну, красота. Просто глюк какой-то словило. Дорогу ремонтируют. Погода позволяет. Так, аккуратно, тут можно слететь с дороги. Будет неприятно.
Река Волга протекает. Мы там и по правому берегу идем. Смотрите, как красиво. Какой обрыв. Очень здорово. Погода плюс 19. Дорога сказка просто. Прибыл в город Астрахань, вот прямо на Астрахань. Здесь как бы объезд. Короче, погуглил. Сейчас убавлю музыку. Погуглил, ну прямо здесь вот поставил себе точку. 3,8 километров осталось до какого-то, ну, магнитораспределительного центра. Есть и в городе, но вроде то ли он закрыт, то ли что там хрен поймешь. Вот. А у меня точка аж дальше, которая по приложению. Ну, может быть такое, что там какие-то неправильные данные. То есть, если действительно точка здесь будет, мы просто скажем, что переделали и все. А если, ну, действительно там, ну, значит, туда поедем. Сейчас просто вот заедем. Я думаю, с дороги мы РЦ увидим. То есть, они всегда расположены как-то вблизи дороги. Ну, в основном. И видно их издалека. Дорога понравилась до Астрахани, с Волгограда. Хорошее качество дороги, классное. Два ремонтика было. Не загруженная. Красиво. Классно. В нескольких местах реку видно очень близко. Красивые места. До Махачкалы 525 километров отсюда можно пройти. Все верно. Вон красно-белое здание. Как к нему вон машины стоят. Процентов 99,9, что это вот это здание. А Каргаран меня ведет дальше. Неправильно точка стоит. Сейчас подъедем, узнаем. 100% прям даже. Я не думаю, что на Астрахань будет два распределительных центра магнита. Вон и поворот. А в описании, в задании, то есть 6-й километр северо-западной дороги тут Нариманского района. То есть, в принципе, вот и есть где-то до 6-7 километров я пошел в эту сторону, и вот он есть. Просто точка стоит неверная. А мне, чтобы отметиться по GPS, нужно, чтобы я в точку въехал. Напишем сейчас в ЦУП, и девочки переделают. Аккуратно, чтобы наша мука не завалилась. Ай, красавица моя стоит лайбочка. Короче, ребят, все, я верно приехал. Все четко, уже в ЦУП написал, что переделали точку. Но ребята говорят, выгрузка только завтра у тебя. Вот, выгружают они по времени. Выгружают по времени. Я говорю, так заехать-то можно, нет на территорию. Ну, говорит, подойдешь после 7, запустим тебя на территорию. Я говорю, ну все, спасибо. Сейчас сходим в столовую, у них там столовая есть. Документы уберу, машину. Короче, начало чуть-чуть поджирать, что ли, ну не кажется, ее, да, поджирает чуть резину с двух сторон, кстати. Вот, я сейчас с куратором разговаривал. Он говорит, блин, ну здесь мы пока нигде не сможем сделать. Он, слушай, поджирает. Ну, имею в виду соосность сделать. Соосность сделать. Песок здесь. Мусорки стоят. Ну, раздувает, конечно. Ну, блин, что сделать. Так что сейчас, ну, посмотрим. Ну, соосность-то, конечно, на пустую машину нужно делать. Видите, блин. Ну, как кто что это подскажет. Кто что думает по этому поводу. Видите, как поджирает. И вот, кстати, ну вот сейчас я вот заметил это, вот как вышел на работу. Может то, что там, я не знаю, чаще... Да какой асфальт?
Короче, парни, кто что думает, соусниц поможет мне? Да, конечно, поможет. Я думаю так. И заодно и расход упадет, да? Незначительно, но все равно упадет. Все нормально здесь у нас. Ох, помыть тебя. Сегодня 31 марта. Вот, то есть, короче, на днях сможем помыть машину. Будет у нас чистая. Ладно, документы сейчас уберем машину и пойдем кушать. Надо будет обязательно на лето купить мангал. Вот так вот куда-нибудь поехал. Где-нибудь, знаешь, что можешь зависнуть. Вот даже вот здесь, да. Раз вот тут на полянке встал. Мангал, да, угли и мясо кусок. Пожариваю. С кайфом, короче. Как я хочу машину намыть, а прям вообще везде. И в салоне. Ну, в смысле, ступеньки. Конечно, можно это сделать, но это столько воды надо. Видите, тут у меня грязь. Я так не хочу. Вот, намоем все. Ну, вы знаете, да, как тут. Вот. Все наведем порядок, будет чистенько-чистенько. А сейчас, пока вот сейчас ходим покушаем, в бардачках приберемся, продуем, помоем. Ковры бы я постирал, но тут нет воды. Вот, так хотя бы продуемся. Короче, есть чем позаниматься. Вот, смотрите разницу. Это мы здесь находимся. А точка выгрузки у нас от Астрахани и пошел туда, в сторону Махачкалы, по-моему. Вот она. Тут километров 30-40 как минимум расстояние. Ё-моё, чё ты? Вы сошли с маршрута. Короче, понятно все. Все, ребят, нам все поменяли. Видите, я уже то, что зелененькая буква S, это значит я на месте. Я уже нажал, что я на месте. Все четко. Все сделали.